Друзья, всем привет! С 10 марта 2022 года в России прекратили работу платежные сервисы Visa и MasterCard. И как следствие перестали работать популярные платежные системы на Android и iOS. Сегодня я предлагаю поговорить о решении проблемы с бесконтактными платежами через Google Pay и Apple Pay. Без всяких походов в банк, буквально пара минут вашего времени и все будет готово. А перед началом подпишитесь на наш телеграм-канал, в случае блокировки YouTube вся актуальная информация о новых роликах будет именно там. Ссылка, как всегда, в описании. Самый эффективный и простой способ на сегодняшний день – обзавестись картой национальной платежной системы МИР. И нет, вам не нужно будет бежать в банк для ее оформления, все гораздо проще. Судя по данным на сайте платежной системы, МИР выпускают 99 российских банков. Среди них, думаю, вы сможете найти тот, в котором у вас уже открыт счет. Я являюсь клиентом Сбера и Тинькофф, так что буду показывать на их примере. В остальных банках механика оформления карты МИР плюс-минус похожа. Само оформление карты МИР максимально простое. Например, в приложении Тинькофф открываем страницу счета и нажимаем кнопку добавления новой карты. Далее, следуя простым инструкциям, доходим до выбора типа карты, физическая или виртуальная. Оба варианта подойдут для бесконтактных платежей как в iOS, так и на Android. Если вам будет спокойнее от наличия физической карты, то можно смело заказывать ее с доставкой. В Тинькофф, как правило, она осуществляется в пару дней прямо на дом. В остальных случаях виртуальная карта выглядит более предпочтительно, на мой взгляд. Далее, пожалуй, ключевой момент – выбор платежной системы. На момент записи видео в приложении Тинькофф доступно 3 варианта – MasterCard, Visa и МИР. Вот крайняя МИР нам и нужна, так как только с ней будет работать бесконтактная оплата на смартфоне. И последним пунктом не забываем отключать платное оповещение об операциях, если они вам не нужны. Также, прежде чем оформить карту МИР, рекомендую уточнить, какой тариф на обслуживание данной карты в вашем банке. Например, в том же Тинькофф обслуживание бесплатное. А вот МИР в Сбере, если оформлять обычную дебетовую карту, в моем случае стоил 150 рублей в месяц. Так что с этим моментом будьте внимательны и не поленитесь уточнить при создании карты. По итогу, на этом заявка на получение карты МИР считается оформленной. Как правило, сразу в приложении у вас отображается новая карта и ей уже можно пользоваться. В редких случаях требуется около 20-30 минут. Кстати, у Тинькофф сейчас проходит акция на оформление дебетовой карты с полностью бесплатным обслуживанием. Для вашего удобства ссылку на акцию оставлю в описании. Теперь осталось только внести данные вашей новой карты МИР в платежное приложение на вашем смартфоне. Так, на iPhone сделать это можно прямо в стоковом приложении Wallet, так как в отличие от Google Pay на Android, в яблочном кошельке реализована работа с картами МИР у 36 банков, среди которых есть Сбер, Тинькофф, Открытие, а вот популярного Альфа-банка, к сожалению, нет. Ссылку на полный список банков я оставлю в описании. Заходим в приложение Wallet и, как обычно, следуя инструкциям, добавляем карту. К слову, вероятно, в связи с большой нагрузкой могут наблюдаться некоторые сбои в добавлении карты МИР. И лично мне только с 6-7 раза это удалось. Так что, если с первого раза у вас не получилось, не паникуйте и пробуйте еще раз. Пользователям Android смартфонов для настройки бесконтактных платежей со смартфона потребуется скачать из маркета приложение МИР Pay. Ссылочка на него также есть в описании. Устанавливаем приложение и при первом запуске выдаем все необходимые разрешения. Также рекомендую сразу добавить приложение в автозапуск, чтобы при оплате всегда отображался процесс транзакции. Далее проходим простую процедуру авторизации в своем профиле Google. На главной странице нажимаем кнопку «Добавить карту», сканируем или вводим данные вручную, дожидаемся получения одноразового кода по SMS и вводим его в поле на экран. К слову, как и в случае с Apple Pay, из-за большой нагрузки могут быть временные проблемы с добавлением карты в МИР Pay, так что добавиться карта может далеко не с первого раза. Теперь потребуется установить МИР Pay как платежное средство по умолчанию. Сделать это можно либо в самом приложении, либо в настройках девайса в пункте «Бесконтактные платежи». Готово? Теперь вы снова сможете оплачивать ваши покупки в магазинах при помощи смартфона. Оплата происходит как и с Google Pay. Просто поднесите смартфон к терминалу. Еще один способ бесконтактной оплаты с Android смартфонов будет актуальным для владельцев карт Сбербанка, которые пользуются фирменным приложением. Здесь нам доступна такая функция, как SberPay, но опять же, только в паре с картой МИР. Если она уже есть у вас, то заводить новую не потребуется.
Для остальных же оформление новой карты доступно в пару кликов. Правда, очередной раз повторюсь, обратите внимание на условия обслуживания карты, чтобы в дальнейшем это не стало для вас неприятным сюрпризом. После добавления новой карты МИР, здесь же на главный в поиск вводим SberPay. Выбираем в поисковой выдаче «Подключить SberPay» и, следуя шагам, завершаем подключение. И опять же ожидаемо, с первого раза добавить лично у меня не получилось, вероятно, по причине загруженности сервиса. Также, если для вас предпочтителен именно последний способ, то не забудьте установить SberPay в качестве платежного средства по умолчанию. Ну и напоследок хочу отметить, что даже при работоспособности данных способов все же рекомендую иметь при себе банковскую карту, так как сама лично сталкивалась несколько раз с ситуацией, когда уже магазины отказывают в оплате именно смартфоном. Так что приходилось доставать карточку. В остальных же случаях проблем с оплатой пока не было. Друзья, делитесь в комментариях, продолжаете ли вы пользоваться бесконтактной оплатой или решили перейти на пластик. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Пока YouTube еще с нами, мы будем стараться и дальше радовать вас новыми видео. Ну и чтобы точно не потеряться, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В случае блокировки о новых выпусках вы всегда сможете узнать там. Да и в целом на канале много полезной и интересной информации. Спасибо за просмотр, пока-пока.